Купил вот себе ППШ. Будем действовать строго во фрамугах. Фрамуги работают. Соседа от интернета отключил. Все деньги, короче, я в вилке проиграл. Привет. Привет. Шиза-маньяк. Выиграл 120. Свет надо выключить. Ну ладно, еще крутануть можно. А надо было остановиться по сущности. Выиграл 30, а все, короче, поднял 100 рублей для начала нормально из 30-ки, хорош. Хочу испробовать ППШ. Чё как? И вот проблемы у меня в игре, не работает связь. Тут все прям со всеми разговаривают без дискорда. Хочу быстро мотоцикл себе. И какую-нибудь эту девушку для проведения совместных стримов. Ну или хотя бы парня уже тут. Не до такой роскоши. Но вот здесь вполне много девушек в этой игре играет. Тут, короче, я ничего не беру. Хотя этот лут можно быстро сдать. Но он уже не интересен абсолютно. Вот здесь всегда бутылка воды была. А она и есть. И водка. Пишите водки выпить, нет. Надо несколько бутылок найти и напиться так, чтобы он умер. Примерно к концу. Это ж вилка, а не стейаут, это понятно. А, вот. Что за игра? Will to Life называется. Или вилка в простонародье. Ссылка внизу. Короче, тут все так гораздо попроще. Просто в State Out это игра на долгие годы. Будем играть, играть и играть. И девушек так и не будет от разработчиков. То есть не переодетых парней, не настоящих девушек, которые вроде делают себе внешность. Одна мне пишет, пыталась сделать внешность, ну, разговариваем, похожую хоть маленько на девушку. Ну, получился мальчик гей. И что мне нравится, тут нету вот этой перезарядки в магазины накладывать. У тебя просто диск, ты просто нажал, а вот аномалии тут бегают, это жопа, я вам скажу. Вон она идет на меня. Подкинет так, что трупак сразу. Ух ты, блядь, что она на меня-то бежит? Кто-то стучится, пошли нахуй они. Ну, извиняюсь за мат сразу, только включился, началось. Сосед, походу, пришел по поводу интернета. Не буду открывать длительное время. Хотя бы пострелять надо. Сказал же всем.
час не тревожить меня. Пока стрим идет. А вот они и собачки. Это крыса. Ага. 10 опыта мы получили. И ничего нету. Игруха, где можно отключить режим войны с ПКшниками. С другом, конечно, можно играть. Еще как можно. Не надо ни дискорда, ничего. Тут прямо связь у всех есть такая, как вот я в начале в кабаке был. Но мы маленько полазим, да вернемся в кабак. Тут вот квест, информация от бармена. Не могу выполнить его. Точнее, я даже и не читал, что надо сделать. В деревню Собачиха. Собачевка. Идем в деревню Собачевка. Онлайн-игры, они и созданы для того, чтобы играть с друзьями. Ага, вы думали. У меня теперь ППШ, хотя играю я хоть 2 дня, такой нормальный звук перезарядки. Как он, наверное, на ППШ приблизительно и должен быть. Лута просто немерено. Ну, правда, надо знать, конечно, места, где его находить. Ну и погибаешь тоже. Сначала вроде нет, а вчера я аж психанул, если честно. И что в этой собачевке надо найти? Ага. Ну тут труп валяется кого-то. Ничего себе. Я не проверил, как у нас торговля там была. Так, ну какие-то руины. Техника тоже вся обыскивается. Пенсионеры стреют аут, как в описании. А есть еще разные сервера. Есть сервера с ПКшника, но ПК есть сервера. Ну, короче, атмосфера тут дружелюбная. И все разговаривают, и просто какой-нибудь ПКшник тут таких люлей получит. Распределительный щит. Ну вот она, проволока опять. И плоскогубцы. Короче, есть шуруповерт, перфоратор. Можно плавить металлы. И можно даже в шахте въебывать. И на вахту ездить прямо, не выходя из дома. А это что такое? Сотовый телефон. Ну вот уже и налутался так. Причем ППШ выиграл в рулетку вчера. Да, бесплатная игруха, короче. Вот место под лут скоро кончится. Я тут наставника у меня нету. Вроде находил там одного коллегу. И не совпадает у нас время игры. А надо было попытаться поговорить с персом. Ух ты. Так. Банку не берем. Короче, место под лут уже закончилось. А есть у нас и отмычки, и плоскогубцы. О. Закрафтил. Отмычка.
Ну, короче, можно уже скидывать лут по существу. Я уже типа как полный. Горит вот эта красная точечка. Просто отключить всех и не слушать никого, да и все, бля. А у нас все просто меня бесят, блять, на гурмане в чате. Продам то-то, куплю то-то. Да покупай, сука, пидор, нахуй. Нахуй ты чат засоряешь. Доска объявлений есть. Начинает бесить, блять. Камсет, блять, своими словами этими ебанутыми, нахуй. Ну, сокращениями всякими разными. Но тут я уже был. Чё же тут надо сделать-то? И вот просто встречаешь, когда в игре сталкер, он говорит, иди, дам тебе то, помогу тебе с тем, помогу тебе с этим. Все, короче, пока что мне все помогают вилки, хотя они даже не знают, что я сталкер дед. Ну, просто тут как-то принято помогать новичкам, а не в спину хуярить их. Сервер, кстати, МСК-7. Если кому что интересно, присоединяйтесь. Вагончик. Ну тут уже будет, наверное, некуда складывать. Свеча зажигания. Больше ничего нету. Чё же, где же? Так. И, кстати, на СКС тут ставится оптический прицел, но у меня его еще нету. Интересно, нас много народу смотрит. В пятницу. В субботу, наверное, еще больше должна быть жуть, чем и в пятницу. С торговцем в селе Коровья. А это Собачевка у нас. Ну, СКС тут. Вообще. Причем стоит копейки и берется практически сразу. Вот сейчас бы оптика была. И я бы ее снял, но. Ну, продвинемся чуть дальше. Из Коровьева. А то тут собаки что-то какие-то агрессивные. Вон еще один барбосик. Барбосики, кабаны, ящеры. Вот только не могу привыкнуть, кручу мышкой, а тут shift надо держать. Недостатки, конечно, тоже у игры есть. Угу. Ладно. Задание-то охота мне выполнить. Тайный покуп. Информация бармена, что дезертиры, скорее всего, двинулись на восток в деревню Собачевка. Надо проверить. А, мы тут дезертиров, короче, каких-то ищем. А, что-то про дезертиров ничего не видать. Дезертиры, у меня такое ощущение, что если двинулись дезертиры, то значит у них должен быть автомат, короче. У дезертиров у этих. Тут тоже тишина. Во. КПК. Все. Возвращаться по трибунал желания нет. Уйду на север.
А, вот так даже. Начнем тут. Короче, почитать это стоит. Сегодня я подслушал в баре, как один из сталкеров шептался. Дадут, короче, много денег, надо отсудить Столянам. Перетер я Столянам, тот вроде доволен, убежим из караула. Сегодня наша смена в дозора, ну да, с оружием, короче. А не, свалили. Это получается кусок странной карты. У меня, по-моему, этих кусков уже немерено. И они даже, по-моему, не продаются. Пивная банка. Слышно меня, нет? Ни хрена меня не слышно. Она уже не берет этот кусок странной карты. Ну, короче, задание я выполнил. Можно возвращаться в кабак пока что. А потом в Stay Out, любимый, наверное, будем заходить в наш. Посмотрим, как там с глюками. Короче, возвращаемся. Берем какой-нибудь оптический прицел, если получится. Или проигрываем все деньги. Там мне кто-нибудь пишет: а, тут кабаны, не ходи. Мне охота сказать: да я ж сталкер дед, я сталкер бывалый. Ты вот в Stay Out поиграй с его глюками. Вчера меня маленько взбесил Stay Out. Сейчас зайду до сюда еще, дойду, покажу вам почему. Не могу веревку в пещере скинуть, бля. Не потому, что я нуб, а потому, что просто перезагружал игру раз 5. Взаимодействия нету с веревкой. Пришел на место, у меня уже ни патронов нету, ни медикаментов, ничего, короче. Веревка в рюкзаке осталось, ее просто сбросить. Она не сбрасывается, сука такая, блядь. Ну и магазины стримеру, блядь, перезаряжать плохо, короче. Таскать их полный мешок. Тут вот нажал, чик, перезарядка, и все, не надо перекладывать патрончики. Вот это преимущество. Короче, все новое, на мой взгляд, лучше старого. Ну, обычно, блядь. Для этого его и делают новое, чтобы оно было лучше, блядь, чем старое, а не наоборот, блядь. А если получается хуже, ну то значит это неудачная попытка какая-то. Разговаривает — это минус. Разговаривает — это наоборот плюс. Зашел как в социальную сеть, попиздел. Для дедов, кстати, самое нормально. А у меня жажда непреодолимая. Это бутылка пластиковая, беспонтовый лут. А воды нету. Воды нету. Ну, придется без воды. Короче, быстрее надо мотоцикл мутить мне. Мотоцикл и женщину, короче. Там встретил парнягу в Стейтауте. Ну, в смысле, у меня много с ним видео. Он играл год, блядь, задонатил целую кучу. И так и ходил с СКСом. Но это, блядь, по-моему, беспредел какой-то, блядь. Не потому, что он нуб. У всех же времени, кто работает, блядь, немного, чтобы хуяриться постоянно в игрушку. Тут как есть. Идем в наш бар от заката до рассвета. Доска объявлений есть, но квестов доступных на ней нету. А мне же надо до бармена, бля. Потом в бар зайдем. Тут тоже всегда беспонтовый лут.
Ну не берется. Вот место тут ограничено. Тоже. Ну, увеличивается с уровнем. Такие вот картинки тут. Уважаю честный труд наемников. Телочки. Я уже их показывал. Вот он у нас бармен. Здорово, хлопчик. Это не тот бармен, что ли, блядь? Я что-то не понял. Компьютер, блядь, вот он. Короче, на полтинник, ну-ка крутанем бандита. 150 выиграл. Проебал. Короче, останемся при своих пока, ну. Рад вас всех видеть. Ну, на донат попробовать. Сейчас, кстати, на донате эфир стали принимать наконец-то. Новшество такое ввели. Ну, кто не знает, это криптовалюты такие, причем эфир такая. Так. Тут парняга отстрелял всех пауков, стоит. И прямо толпа сталкеров. А мне надо 3 паучка. Ну чё ж, надо постоять, подождать, чтоб не бегать второй раз. Здесь получается безопаска от паучков. Я хоть в барбершоп схожу, наверное. Думаю, что-то сильно борода отросла у меня. Цирюльника себе домой вызываю. Ну как это, Кент с машинкой. Я ему звоню, говорю, приедь меня, подстриги. Я тебе что-нибудь... Находит время, приезжает. Сначала подстригаемся, потом ездим по магазинам. Я ему чуть-чуть лавышек подкидываю. Андрюха такой есть. Угу. Герой-то у меня помирает с голоду. Не убивайте маленьких, вон он большой. Вот, один готов. Вон они еще оптику такую брал, шляпа, короче, и стоит пятак, надо ее продать, бля. Блять, из нее прицелиться невозможно. Сука. О, не, хватит мне паучков. Блять. Не хватит таким образом. А вот. Ну-ка. Просто, блять, какой-то ненормальный прицел. Ну, я как бы к нему присноровился, конечно. Ну-ка смотрим. Журнал заданий. Тенета. А, еще мне надо. Короче, лутаем паучков пока что. Это где вот для задания гурмана? Вон они есть. Так. Похоже, что все. Ну-ка. Все, теперь на эгиду надо двигать, короче.
Взобраться на верхний уровень. Взаимодействие есть. А здесь вот завалят. ППШ надо брать, блядь, и перезарядиться надо было. Ну, как бы, миссия выполнена основная. Позже отправим этого персонажа на эгиду. Сообщения идут. Теперь вроде как нормально. Ваши сообщения и донаты должны быть видны теперь. Пробуем прорваться туда же. Там у меня третий персонаж стоит, который должен скинуть веревку. Я почему сюда подтянул два других? Потому что патронов у него нету на 7,62. А осталось просто подойти и скинуть веревку. Но один раз я оборвался. Плохо прыгнул. В другой раз меня просто убили. Вот они, может, веревку не скинули еще даже. Да, с коброй, все правильно. Тут как повезет, короче. С ППШ, как правило, всегда везет. Отстреляться можно, бля. А с этой канителью, бля, проблематично. Хуй, короче, блядь. Можно, блядь, по новой идти. Че тут у нас зомби вообще? Че когда один готов. Да что такое? Надо точку менять. На вот такую. Вот кобра с точкой мне нравится. Привет, привет. Не знаю, как так. Donation Alerts работает как-то. Ух ты, сваливаем пока что. Хоть и зомби, но все равно. Да что такое, блядь, что ему в дыню не попал, что ли, или как так-то? Зомби с ППШ удачнее тоже убивать их, кстати, в разы, чем либо из чего-то другого. 8. И еще парочку. Пьем, кушаем. И не побегу я туда. Отсюда справимся. Подойдут как минимум. Все. Короче, назад валим в пещеру и пробираемся там среди паучков, которые меня валят, и все
хоть убейся. Это надо потому, что магазин покупать за 10 лямов на 60 патронов. Угу. Сейчас тут в пещеру удастся пройти или нет. А, ну я там сохранен. То респодрочеры прямо не дают конкретно, бывает, в пещеру пройти. Вот здесь устраивают в этих переходах войну перед точкой сохранения. Вчера пришла тут банда, и минут 40 перестрелка шла такая. Наколенники нужны. О, точно, хорошие советы. Я что-то даже об этом и не подумал. И они валить уже так не будут в наколенниках, получается. Стримы дают мне, кстати, информацию, как играть. Такую колоссальную. Ну, плюс еще общение по Дискорду со своими. Значит, надо, короче, брать наколенники и противогаз, блядь. Пиздец, опять они меня завалят. Это по-любому. Неудобно тут. Сука, застрял. Ну, блядь, даже не видно их, блядь. Когда на гурмане, Бейлор пишет, да хрен его знает, пока не буду, блядь, мне веревку надо скинуть. А это хреновая игра. Такой возможности вчера не дала. И у меня там, получается, перс стоит, блядь, без патронов, без ничего. Взаимодействие с веревкой не открывалось никак, и все. Надеюсь, что сегодня я ее сброшу. Но сначала там надо всех убить, а потом уже будет без разницы. Ну что в пещере, как бы я, наверное, стримлю последний раз. Ой-ой-ой-ой. Чуть не упал прямо жестко, бля. Что-то куда-то разбежался. Сука. Не успеет перезарядиться опять. Давай быстрее, блядь. Перезаряжайся. О. Ну, по существу их всех надо лутать. Довольно ценный ресурс. Че, еще кто-то есть, блядь? Не видно тут ни хера, бля. Даже хоть и в очках. Вот он. Еще, блядь, один бежит, сука. Так, ну все вроде как. Лечиться надо от яда. А мы пока лутаем, короче. Хоть маленечко. Как-то надо оправдать хождение 3 персонажами в пещеру. Но тут-то смысл не в том, чтобы мне налутать. Налутать-то я и один их налутываю без проблем. Смысл в том, что всех убить там, чтобы второй твин веревку скинул, у которого нету ни боеприпасов, ни еды, ни воды, но прошу выйти. О, Крейзи Белка
Новичка вообще не приму, наверное. Ну смысл какой? Если кто-нибудь там есть из наших, скажите ему, что я сказал, что можно принять. Новичкам как бы в клан вообще вступать смысла нет. Я вообще клан свой не расформирую никогда в этой игре. Я скорее брошу играть, чем расформирую клан. Клан это, бля, мое я. В этой игре. Ну этот. Я так и не понял про бобра. Он 3 раза, по-моему, дает этот квест, и потом больше нет, или от репутации зависит. Но вот этому персу он больше не дает, короче, контейнера. А так неплохо было. А как я к нему дойду? Сейчас по веревке подымусь. Если меня там не убьют, пауков всех отстрелю. Вот этим вот персонажам, короче, выйду, тем зайду. И тем просто веревку мне осталось скинуть, он прямо там стоит, просто у него патронов нету, чтобы паучков отстрелять. Пытаюсь как-то вот так вот сделать. И все. И потом он погибнет, будет без веревки. А без веревки уже как бы... Чуваки тут ушли, к сожалению. Может поднялись, может погибли скорее всего. Стрим начинал, тут народу было немерено просто. Так. Надо было выпить что-нибудь для увеличения. Согласен. Блять. Как он мне вовремя сообщение отправил, блять. О приеме в друзья, чуть не сдох на. Но вилку буду продолжать играть, естественно. Мне ж охота мотоцикл, девушку, но. И на СКС оптику купить. Что удается. Звука у меня вилки нету. Я всех слышу. Мне просто, говорит, вот подходит, кому по квесту парень там какой-то отдать, то да сё, меня этот квест прямо надо выполнить. Я ору в микрофон, он меня не слышит. Сегодня в игру только зашел, там опять кому надо проволоки, много проволоки, парень кричит, раздаю новичкам. Но я не слышу, подбежал, попрыгал возле него. Пишу, связи нет, он мне дал 10 проволок, вилки, короче. А на серваке Евро 1 я играю уже, как бы. Кто еще не знает, в основном-то все знают. Только на нем, больше нигде. И как бы уже на другие сервера что-то не вижу смысла соваться. Привык здесь. Здесь бы человека, который бы туда бы наверх поднялся. Опрометчиво я сюда залез, блядь, так. Давай. Беги. Давай, сука. Нет, залез. То не было паучков, то теперь их немерено. Лутать надо, по сущности. Чтобы, если погиб я в очередной раз, после покупки оптики на ящеров я хочу, все-таки мне надо наставника какого-то. Ну, связь, я не знаю, мне починят, не починят. Игры, как они всегда хотят получить
полный доступ к своему компьютеру, блядь, пишет, винда у вас старая, вы не обновляли. Да я ее не собираюсь обновлять. В России людям невозможно там за винду платить. У кого она вообще есть лицензионная? Ну, может и есть там у кого-то, но не знаю я даже. Нормальные люди. Все, блядь, опять он сдох нахуй, наверное. Просто, блядь, всяко разно. Где эта дырка вторая, блядь? Вылечиться он не успеет. Блядь, нихуя их тут немерено, блядь. Вот там у меня и стоит второй персонаж, блядь. Давай, 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 вывози, вывози, сука. Хуй не вывез, блядь. Ну ебаная она, блядь. По сущности. Меня она, блядь, раздражает иногда, сука, этот ебаный сталкер. Все тут графика, все нормально, блядь. В техподдержку написать: пидорасы, вы отняли у меня 3 часа времени. Я, блядь, шел нахуй, дошел, блядь, у вас точки взаимодействия нету. Пришлите VIP, нахуй. Какой им VIP покупать? Нахуй они нужны, блядь? Вот эти обращения в техподдержку, я не знаю, они просто, наверное, заебались на них отвечать. Так. Долго качаться, но по разговору могу помочь, ведь вилку дело чуть сложнее, чем сталкер. Мне кажется, наоборот, вилки все просто, блядь. Только зашел, играю там 3 часа, блядь, 5, у тебя уже ППШ есть, СКС, на него оптика ставится, а здесь же, блядь, я играю больше полгода с вашей помощью клана и что-то как бы заебался, по сущности. Вот он, зашел, у него патронов 21 штука, блядь. И вот мне надо скинуть веревку. Я уже 5 раз ее ходил, скидывал. Нету взаимодействия, и все, блядь. Ну, из-за лагов игры, как обычно тут бывает. Ты там хуярил, а тебе говорят: блядь, иди нахуй. Так, еще пока боеприпасы мало, но есть. Что тут еще есть пауки? Или нету? Вот веревку. Захожу. И вот где-то должно появиться скинуть веревку. Вот здесь где-то. По-моему, блядь. Или я торможу, но я скидывал уже 2. Не появляется она, блядь, нигде, и все. Без матов нельзя, как бы, является частью культуры. Мы вообще, как бы, у меня с матами канал, например, у Хованского с матом. Оба-на, вот она, наконец-то. Наконец-то! Вчера я просто здесь измучился, кошмар, да. Мне вообще почему там с матами, без матов? Работал я в ломбарде, и соседняя стенка с бабами была там. Они начинают: не материтесь, мальчики, ты там. Сказать: пошли нахуй, блядь. Хочу матерюсь, хочу не матерюсь. Мое личное дело. Если без матов, то это другим. Я же... не повесил дисклеймер. Ну вот, кстати... Да как бы ура, ура! Нельзя, мне прямо нравится, блядь. Все, кто с матами, те, блядь, у нас идут. Или хуёвый контент, его смотрят. Которые без матов, те смотрят другие, нахуй. Вот так вот скажем. Только с матами надо. Чем хуже, тем лучше. Получается так. Все
все нормально, короче. Я прямо очень рад, что наконец-то мне удалось сейчас доберусь. Все надо модератора мне ставить себе в чат, чтоб я не нервничал. Билдера. Угу. Славко 2 В2 убил меня. Ну, это нормально, чё. Все. Так что я сталкер, матершинник, и в первую очередь, короче, играю для себя. Аптечек у меня, конечно, не осталось. Но ничего страшного. Это уже со скинутой веревкой-то дело техники добраться. А то я думал, мне опять придется бежать до пещеры бандитов, опять патроны покупать, перезаряжаться, ну и как обычно все по новой. А тут у нас все ровно получается. Напрасно я вчера кипишевал, патроны-то у меня и были более-менее так. Воды только нету, вот это она у меня, я помню, прямо ядовитая для самоубийств. Набрал, какая есть. Так. Надо было использовать гранаты сегодня. Я и забыл. Снимаю пока очки. Вот я загнул. Не, и спуститься, и подняться. Спуститься один раз. Я даже что-то... Нет, по-моему, сколько угодно раз можно и подниматься, и спускаться. От этого только зависит от уровня персонажа. Вот какая контель. Если у вас слабый уровень, то вы тогда что-то не можете сделать. Не помню, с какого там уровня открываются все возможности. Загнул я. Ну, правильно я загнул. Чем трэшнее контент, тем больше его смотрят. Скажите, что я не прав. Это по телевизору, где Соловьев. Кстати, вы смотрите телевизор? Напишите в чате. Нет? Я нет. Вообще не смотрю. И как-то у меня мировоззрение поменялось. После того, как я перестал смотреть телевизор. Мне говорят некоторые, вот ты отстал от жизни там. Я говорю, да по-моему нет, наоборот, это вы, смотрящие телевизор, от жизни отстали. Но. Включите там Соловьева, Дом 2. Что там еще может идти хорошего? Малышеву, я не знаю. У меня вот такое свое телевидение, скажем. Все, yes. Победа. Конечно, прав. Ну, я, конечно, не всегда прав бываю, но во многом. А еще и зомби надо тоже отстрелять. Бобра мы не сдаем. Втариваемся аптеками. Втариваемся антиядом. Веревки больше нет. Во, Валентин. Я вроде его отключал.
Да, на телевизор вообще редко узнал что-нибудь. Или как бы я новости вперед из интернета узнаю. Если что-то произошло, кто-то что-то прислал кому-то, выложил. Вперед узнаешь, чем в телевизоре это покажут. Ну, гораздо. Кто-нибудь там умер, например. Я уже сразу вижу в соцсетях, что да, это правда, не фейк, там кто-нибудь авторитетный об этом сообщил. Или там наоборот родился кто-нибудь. Любое событие в интернете отражается гораздо быстрее. На телевидении пока смонтируют, пока выйдет выпуск. Все это, короче, долго движется. Как бы оно вообще уже отходит, по-моему, на второй план телевидения. Надо просто иметь там монитор, который цепляешь к андроиду, вот тебе и телевидение. Ну так делают. Кто в сельских местностях живет, сосед тут мне рассказывает. Раньше они чашки весили, а теперь просто подцепляет андроид, у кого, естественно, еще телевизор без операционной системы, и смотрят. Технологии улучшились. Нам, конечно, не все дали, что нам надо. Угу. Сейчас этого еще завалят. А может нет. Бывает, что тут никого и нету. Когда кто-то пробежал. Мародеры, вот, блядь, он... Я не знаю даже, мне неохота его стрелять, хотя он с соседнего клана. Славков. Как ему написать? Пишу ему, что Славков мир. Конечно, в него выстрелить и написать сначала, или сначала убить. Похрену. Вот она, на, упал. Ну, ничего страшного, бля. Тут кто-то отмывается. Вчера также красный стоял в этой пещере. Случайно во время войны с ПКшниками двух пидор, блядь. Все убиваем, короче, его. Вот это вот, ну, кто-то, хоть у нас с ними вар, не вар, но мы просто друг друга не валим. Красный, какой-то черт объявил там войну. Ну, чума какая-то, о которых я видео снимал. Резонансная. Ну, там Валентин в клан на гурмане просятся люди. Можешь принять, как будешь в игре через полчаса. Потому что я ж не брошу стрим. Не пойду. Бля. Я даже не ожидал, что эта чума тут будет стоять. Ну, напишем ему, что он чумоход. Как минимум. А сайгу надо брать, заряженную пулями в руки на. Хорошо, что я лут выложил весь. Ромашки, клыки тоже надо выложить в этих
В очках сообщения читать приятно. Ну, видно, точнее. Плюс они еще запотевают. Я фрамугами пользоваться еще особо не привык. Посмотрим, что там получится. Я все время переживаю, что за контент, кто вообще такую байду будет смотреть, нет. Потом включаешь, нормально вроде, смотреть приятно, оставляем. Или там такой трэш, что я удаляю и вообще не включите, это не покажу никогда. Про ПКшников видео я создавал, тоже думал выкладывать, не выкладывать, думаю, да вообще это никогда, наверное, не выложу. Нет, как-то смонтировал, выложил, это все архивные были записи. Как там оно называется, дырявые ПКшники или что, ну так и есть. Веревку сбросил. Все. Получили антитоксичное средство ВОВ. И разговариваем с ним дальше. Откуда там что Федор знает. Он обещал нам рассказать про свое дело. Спрашиваем, что он разозлил бандитов. Тайная. Ученые в открытую скупают лапы. Нет, втихаря. В чем заключается твоя работа? Меня научишь? Я готов войти в долю. Давай уже образцы, я пойду. Я все понял, пишу. А вазелин зачем? Жди пока. Ну и вот у нас. Нужно добыть контрольные образцы паучковна. Бежим, отстреливаем быстро. Появляемся в пещере. И оттуда уже на эгиду. Я не знаю, но сколько заданий это делается? По-моему, раза 3 или от репутации зависит. Я как-то не изучил, делал несколько раз. Довольно окупное получился квест. Ну, денег дают, плюс там то сё. И респираторы, и чертовка. В этим падает. Как его? Ну вот. Можно на все оставшиеся боеприпасы паучков расстрелять. Ну их тут как немало. Ну все, нарезаем. Все в бочечку. Кстати, кто не знает, куда сбрасывать, у меня есть об этом видео. Тенета бобринного заговора называется. Там место показано, куда ложить, через сколько взять. Число подписчиков увеличилось, а это меня очень радует. И еще чуть-чуть, и я получу монетизацию, я думаю, в ноябре. И это как бы там копейки, все такое, но все равно это стимулирует меня маломальски делать более лучший контент и снимать почаще видео. И также стримы.
просмотры, оказывается, я уже набрал. 4000 и давно. Я прям не так просто смотрел. И жаловался, просил, включите в браузере. Все нормально уже. Ну, конечно, можете поддержать. Но... Короче... Проще погибнуть. Посмотрим, как он подымется по веревке. Вот, пожалуйста. На верхнем уровне. А тут можно, что я не смог тем твинам сделать. А тем как бы вообще неплохо зайти по сущности будет сюда. Пробежать и покидать гранаты. Думаю, если разрабы не исправят что-то в ближайшее время. Но нет, как в картошку, так люди и будут рубиться. Забраться на верхний уровень. Угу. Да неужели я попал к своим любимым брутерам? Изначально, когда у меня не было очков, я посмотрел, вроде бругоры называются. Ну и как бы привык бругоры. А потом присмотрелся, они брутеры. Оказывается, думаю, ничего себе, я как облажался. Любимое мое дело это прыжок вот этот вот. Вот столько у нас магазинов, и все равно что-то закончилось. Патроны быстро кончаются. И вот VIP, он должен быть такой, VIP должен предоставить мне денщика, чтобы я одним кнопком перезаряжал все магазины. Ну что это за вот это вот такой геймплей, блядь? Стой, перекладывай. Ну извращение это какое-то, бля. И дрочево. Главное, что все понимают. Конечно, что они же тоже такие же страдальцы, как и я. Перепрыгнул. А вчера один раз я оборвался. Интересно, есть такие люди, кто любят вот прыгать, лазить? Я что-то не особо, но... Наверное, есть. В «Принц Персии» же, наверное, играли когда-то в такую игру. Но она у меня сразу не зашла. Как я увидел, что там вот веревки, бегай, думаю, не. Байда это все. Какие ПК-кланы, замучишься перечислять их. Они, по-моему, тут все практически ПК. Сниму очки. Я не привык еще. Устаю в них как-то. И все. А, я же хотел гранаты покидать. Точно. Ну, они, кстати, не наносят урон этим чертомесам. Ох ты. Надо даже кобру. Я не думал, что они так побегут все. Сука. Ну, короче, уже надоело мне просто играть, наверное. Сегодня. И все. Не знаю, сколько шло. Ну, короче... Удачи. Наверное, на этом мы остановимся. Поматерился, поиграл. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.
Обязательно подпишитесь на... Шучу я так. Такой юмор у деда.